Вы знаете, читаю иногда на форумах следующее. Я бы баблу не верил, у него Вонтер X3 не тротлил, а у меня я купил и тротлит. Ребят, разберем этот вопрос сегодня, он настолько смешной и смешны те, кто задают эти вопросы, особенно это пишут. Ну что ж, поехали. Итак, вы сзади меня видите картинку с диким тротлингом. И я вам честно скажу, что в данном случае TV-Box не тротлил. Дело в том, что мне даже в личку писали люди, вот мы Вонтер X3 купили, да не только Вонтер, покупали даже и у Югус X2, у них тротлил и все остальное. И что же происходило? Дело в том, что в 10 случаях из 100 мне, когда сбрасывали картинки тротлинга, мы разбирались, я вам покажу сейчас моменты, какие вылазили. И вылазили, и потом я людям говорил, как необходимо проверить бокс на тротлинг, люди переделали, говорили, да, у меня ничего не тротлит. И вот такая вот ситуация, потому что задаешь им вопросы, а вы проверили на частоты, падали частоты или нет, а что у вас установлено, подключен ли интернет, а есть ли надстройки, а есть ли у вас какая-нибудь индикация в строке верхнее состояние. Нет, ой, вернее, все говорят есть, ну короче, это мы сейчас все будем разбираться. Перед тем, как переходить к этому всему действию, нажимаем подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые крутые обзоры, информационные видео, вообще очень много всего интересного. А также внизу в описании под видео есть топ-5 ТВ-боксов от канала Технозон в различных ценовых категориях, так что переходим, смотрим, это лучшее, что сейчас есть из Китая, скажем так. Ну что ж, а сейчас я говорю вам, поехали. Смотрите, мы сейчас на ТВ-боксе. Да, это классический тротлинг, сказали бы вы, мы его провели всего лишь 56 секунд, но вы видите вот такую вот лажу. И зачастую мне сбрасывают именно вот такие вот картинки, говорят, что ж ты обманул-то, гад нас такой, что ж ты вот, как же ж ты подстроил, что у тебя не тротлило на обзоре. И тротлит у нас, хотя температура-то 60 градусов, а тут получается ситуация в другом. Ребят, у проведения тестов на тротлинг есть определенные правила. Я зачастую показываю два варианта тротлинг-теста. Первый это скриншоты, и на это есть определенная причина. И вторая, я показываю тротлинг-тест в начале обзора, а потом уже донастраиваю ТВ-бокс. Так вот, тротлинг-тест проводится, первое, на чистом ТВ-боксе, второе, без сторонних установленных приложений, без настроенного торсерва, без уведомления YouTube, без активированных вот этих вот сервисов Google Play защита, допустим, вот это вот висящие хрени типа Antutu, AFRD, это все влияет на тротлинг-тест. Если у вас включен AFRD, у вас приставка будет тротлить, скорее всего. Есть такие, у которых прошивка написана лучше, и она будет лучше выгружать приложение при тротлинг-тесте. Есть прошивки, которые прописаны хуже. Это уже сугубо такой момент. Мало того, тротлить она может еще и... Видите значок, вот этот вот вверху значок root прав? Из-за него тоже тротлит. Да, из-за него тоже тротлит. Есть, допустим, в строке состояния ставят температурные мониторы, скорость сети. Тротлинг. Подключенный интернет во время тротлинга. Тротлинг. Настроенный, вот давайте выйдем. Когда я прошу людей, скиньте мне, пожалуйста, что у вас установлено. Я начинаю смотреть, говорю, а у вас там торсерв работает. Ну и что? Ну, а он не должен тротлить. Как это он не должен тротлить? Он и не тротлит, частота процессора не меняется, он у вас на графике показывает херню, и вы зачастую начинаете потом везде поливать меня грязью, что я обманул, ребят. Ну так, извините меня, я не виноват в вашей некомпетентности. Ну да ладно. Давайте дальше. Установленный YouTube АТВ, либо любой YouTube, который вводит оповещение в строку, вернее в шторку уведомлений, тоже будет тротлить. При этом зачастую начинают проводить тротлинг, уже настроили, включают тротлинг-тест и пошли тротлить. Потом начинаем разбираться, говорю, ну открой последнее запущенное приложение. Открывают, а там вот такая вот картинка. И спид-тесты, и OTT-плееры, инсталлеры, 3D-марки, все что угодно. И это все тоже может тротлить, особенно на версиях 4 на 32. Я уже говорил, что 2 на 16 лучше справляется с этим делом, потому что она лучше выгружает приложение из памяти из-за своей ограниченности, и там это все работает быстрее. Здесь, к сожалению, так вот. Поэтому давайте определим правила. Первое. Мы проводим тротлинг-тест без интернета. Это должен быть отключен интернет. При этом отключен он должен быть, вот, кстати, это вот одно из тех правил, почему я иногда показываю скриншоты. Потому что мы делаем это все в режиме того, что мы вот по полностью пустой ТВ-бокс залили туда тротлинг-тест, сделали тест.
А потом показали вам скриншоты. Вот сейчас у нас Wi-Fi отключен. Wi-Fi отключен. Все, выключили Wi-Fi. Это в случае... Вообще-то, по-хорошему, сделали сброс. Сброс полностью на заводские настройки. Не надо мне рассказывать, что он не должен тротлить на установленном, на полностью настроенном ТВ-боксе. Он будет, он даже не тротлит. Он просто вам показывает фигню в графике, потому что сторонние процессы начинают на себя перетягивать процессор. Вот и все. Мы с вами это все определили. У меня сейчас все отключено. Мы сейчас отключим вот этот вот значок root прав. Мы с вами удалим сейчас некоторые приложения, которые 100% влияют на тротлинг-тест. Ну, в данном случае FRD просто я отключил. У нас он сейчас не включен, поэтому он не работает как демон. После этого я удалю AnTuTu однозначно. Хотя у меня его в перечне и нет-то на самом деле, а он все равно показывает, что он есть. Вот как-то затесался он туда. Идем в приложение, вот AnTuTu Benchmark. Давайте удалить. Удаляем его, чтобы его не было вообще в нашей строке. Google Play защита отключена, настройка физической. Так, давайте FRD все-таки, наверное, удалим, он все равно висит. FRD все равно висит, мы его потом переустановим. Удалили. Все, удалили к чертовой бабушке. И мы с вами можем сейчас вот на выключенном интернете, вообще-то удалите все приложения, почистите все. Мы с вами очищаем полностью память. Вот, очистить все. Очистили память. И вот только теперь мы с вами идем в тротлинг-тест. Ну, по-хорошему, я же вам говорю, сбросили все. Только теперь идем в тротлинг-тест. Вы видели тротлинг-тест этой приставки первые 56 секунд. И стартуем. Уже даже на старте мы можем с вами увидеть, что это пошел зеленый тротлинг-тест. Вот это вот зачастую основополагающее того, почему на меня гонят. Это, кстати, было даже не на форуме, это была одна статья, где там писали, мои скрины положили, там написали, я бы ему не доверял, а почему? А он показал, вон TarX3 не тротлит, а у меня он тротлит. Ребята, я делал обзор HK One Box, я делал Transpeed X3, я делал обзор вон TarX3, при этом делал вон TarX3 на Android TV. Ребята, он не тротлит, если правильно проводить тротлинг-тест. Вы сейчас в режиме реального времени видите. Давайте буквально пару минут пройдем, а потом мы еще разберем, как проверить, если все-таки вам вот лень сделать сброс, как проверить, тротлит бокс или не тротлит. Ну, не тротлит, мы уже с вами это разбирали. Вернемся через пару минут. Ну, в принципе, мы видим уже с вами. Кстати, я советую ставить этот тест не на 10 минут, не на 5 минут, не на 15. Обычно там провели 5 минут. Опять, кстати, один из моментов. Провели 5 минут, уже кричат, у меня тротлит. Нет, поставьте на 60 минут и посмотрите в общей картине. Сейчас мы видим с вами артефакты. Это все те же самые моменты. Например, у меня включенный... внизу строка, это тоже влияет, ее тоже необходимо скрывать. И включенная вверху строка состояния тоже необходимо скрывать. И эти все артефакты, ну это абсолютно сейчас другой тротлинг, не тот, который вы видели в начале. Теперь, дальше. Вы уже поняли, что у нас все отключено, Wi-Fi, интернет, все, что можно. Можно спокойно отстанавливать этот ТВ-бокс, он фактически не тротлит. Мы с вами видим минимальную, максимальную, среднюю 48-575 джипс и температура 68 градусов. И он, поверьте, он часами будет так маслать, и все будет абсолютно зеленое. Но, что же делать, если вы не хотите сбрасывать, хотите проверить тротлинг? Мы уже рассматривали этот момент. Вы можете поставить CPU Load Generator, генератор загрузки CPU. Можете загружать его из Google Play Store, можете загружать его из Aptoide TV. Вообще абсолютно все равно. Главное загрузить CPU Load Generator. Я загружу из Aptoide TV. Вот он внизу у нас есть. Просто устанавливаем. Он точно так же выглядит и в Play Market. Нажимаем установить. Готово. А также нам понадобится с вами такое приложение, как CPU Float. Вот она, Float, по-разному читаю, неважно. Она тоже пригодится для того, чтобы понять, какие частоты у вас на текущий момент будут работать. Выходим. Кстати, подойдет любая надстройка, которая показывает частоты, именно частоты вашего процессора. Заходим в CPU Float. Даем разрешение показываться поверх всех приложений и видим, что у нас 1.9. У нас в AIDA 64 вы всегда можете проверить базовую частоту, которая есть для вашего центрального процессора, максимально базовую 1.9. В данном случае у нас при загрузке процессора частота не должна падать ниже, чем 1.9 ГГц при полной загрузке процессора.
И просто-напросто включаем на полную загрузку этот процессор. И тогда уже будет понятно, тротлит процессор или не тротлит. Какая бы температура ни была, какая бы нагрузка ни была, какие бы сервисы у нас не висели, у нас здесь видно конечную частоту процессора при максимальной нагрузке. В данном случае это 1,9 ГГц. Вы просто привыкли смотреть на эти цветастые графики, красные, зеленые. И почему-то вы визуально это воспринимаете лучше. И вы считаете, что если там появилась красная, то все, приставка затротлила. Но при этом не смотрите на частоту процессора. А это основное в определении тротлинга. Вот мы видим с вами 1,9, 1,8. Вот это вот называется приставка тротлит до 1,8 ГГц. И в данном случае мы можем с вами посчитать, что 1800 разделить на 1900, умножить на 100 и минус 100, это будет 5% от общей производительности. То же самое вам покажет в конечном итоге и, скажем так, при правильном тесте CPU, вот этот вот тротлинг тест. Все, 1,8 приставка у нас показывает тротлинг тест 5%. То есть она падает до 95% своей производительности. При этом это абсолютно нормальный показатель. Вот таким вот образом вы можете проверить настоящий тротлинг вашего процессора. По-другому никак. Давайте сейчас вот 7.16. Давайте вернемся через 5 минут и посмотрим, какая частота будет на этой приставке. То есть упадет она ниже, не упадет, и тоже поймем, тротлит она или нет. Прошло почти 5 минут, а у нас все те же самые 1,9, 1,8 пляшет частота. Это значит, что бокс пляшет между 100 и 95% производительности. Это то, что обычно происходит вот это вот на графике в зеленом в CPU тротлинг тесте. Поэтому, ребята, делаем выводы, останавливаем CPU Load Generator и делаем уже с вами выводы. А вывод таков: для того, чтобы заявляться, что у меня в тротлинг тесте не тротлит, а у вас тротлинг, в вашем ТВ-боксе, который вы купили, необходимо для начала провести правильно тротлинг-тест. Если вы провели тротлинг-тест и он все равно тротлинг, то переходите к нам в паблик. В описании под видео есть ссылка. Мы всегда готовы подискутировать и разобраться, в чем проблема. Уже человек 10 приходило с этой проблемой, потом 10 ушло там и сказало: да, блин, вот ты прав, да, вот мы что-то не так делали. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно разбираемся в теме. Все не так уж сложно. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.